Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Я сегодня ездила за покупками в Леонардо. Как вы поняли уже из названия, я там взяла товар бесплатно на 500 рублей, потому что у меня был очередной промокод из приложения «Активный гражданин». Кто впервые на моем канале, расскажу буквально немножко про это приложение. В основном оно для тех, кто живет в Москве, имеет там учетную запись на mos.ru, ну, в общем, госуслуги и все такое. Вот. Вход в это приложение именно через mos.ru. Нет, ну там еще как-то возможно. И там голосуют за там название улиц, название станций, за какие-то новости, то есть что у нас там в Москве новенького и тому подобное. Дают баллы, и эти баллы можно обменивать на вознаграждение. Баллы дают за ежедневный вход в приложение, также за это дают 3 балла. Ну, там, наверное, за регистрацию что-то дают. Также 3 балла за то, что вы проголосуете за какую-то новость, 20 за участие в голосовании, 10 за то, что поделитесь. Поделиться можно в том числе и на почту, и в WhatsApp, и куда захотите. Вот, правда, сразу хочу сказать, что баллы начисляются сразу на счет, а вот те, ну, за голосование и тому подобное, а баллы, когда вы делитесь той или иной новостью, они начисляются в 21:00 по московскому времени. Ну, там 21 с копейками. Так что, если вы поделились и не увидели своих баллов, не волнуйтесь, в 21 с небольшим вам их начисляют. Ну вот, и там вознаграждения абсолютно разные. Всякие подарки, футболки, флешки, моноподы, походы в театр, в кино, на выставки, всякие там музеи. И в том числе промокоды в разные магазины, и один из них это Леонардо. Но из того, что мне предложено, мне наиболее, конечно же, интересно вот канцелярия, магазин Леонардо. Ну и я уже 4-й промокод на 500 рублей получила. И этот промокод, он, ну как бы, считайте, что это полноценные деньги. То есть можно купить на эти 500 рублей абсолютно все по акции, по распродаже, по полной цене, неважно. И он суммируется с вашей скидкой по карте, со всеми другими акциями суммируется. Единственное, только на доставку, по-моему, на оплату доставки не действует. А так все, пожалуйста. И можете ровно на 500 рублей взять и так далее. Короче, очень классно, советую. Ссылка на приложение будет под видео. Там можно и обменять на парковочное место на оплату, ну, на оплату парковки, и на проезд карту тройка пополнить. Там поощрений просто великое множество. Так, ну что ж, сейчас я буду показывать, что я купила. Правда, для начала хочу показать вот в прошлом влоге, ну то есть я сегодня снимала как бы влог, выложила, и сейчас приехала из магазина, снимаю на завтрашний день видео. Вот. Я раскрашивала вот эту иллюстрацию и раскрашивала ее карандашами, которые тоже сегодня получила. Вот эти вот Joy Wish. Ругала, естественно, карандаши, китайцу поставила, ну, продавцу единицу. Ну, я как бы за доставку поставила 5 звезд, за общение, ну, я с ним не общалась, но там же есть эта графа, поставила 5 звезд, а вот за сами карандаши поставила единицу и считаю, что это справедливо, потому что заявили, что они масляные, понятно, что они не масляные, но я не рассчитывала, что будет такое качество, потому что отзывы были хорошие. Ну, теперь я понимаю, что там или люди покупали карандаши, знаете, как вот начинает человек чем-то увлекаться, ну, допустим, раскрасками, там и брали-то на раскраски. Ну и, соответственно, первая мысль у многих какая, особенно если, да, нету в городе каких-то
магазинов нормальных, ну, заказать на Алиэкспресс. Ну и поскольку, видимо, сравнить не с чем, говорят, что это хорошие карандаши. Вот. Ну или продавец, может, на обзор отправил. Люди рады стараться. Может быть, и такое дело. Не исключаю. Потому что у этих карандашей, в принципе, хорошая только упаковка. То, что они, слава богу, целые пришли, то, что доставка за 3 суток. На этом все плюсы заканчиваются. Я уже говорила, они достаточно жесткие. Просто понятное дело, что за такую цену как бы ожидать, что это масляные карандаши, не стоит. Но правда вот эти вот, да, брутфунеры 1080 рублей за 120 штук. Ну, тут, по крайней мере, можно поспорить, масляные они или нет. Я не знаю даже, как это по факту определяется. Состав карандашей редко где пишется. Поэтому... Но здесь есть вероятность, что они масляные. А вот это явно просто обычные дешманские детские карандаши. Может быть, не самые, ну, знаете, средней паршивости, а может быть, чуть ниже средней паршивости. Тем более, я заметила, что... Это уже потом я заметила, что здесь... Сейчас я вам покажу. Сейчас, минуточку. Вот смотрите, здесь есть синий карандаш, есть голубой, вроде бы как замечательно, да? Но на деле вот этот голубой карандаш, я вам сейчас покажу, какой он. Ну, это не голубой, это цвет, я не знаю, как там камера передает, но это цвет морской волны или что-то в этом роде. Короче говоря, в наборе теперь по факту есть только один синий. Голубого тут нет. Палитра странная. У меня такое ощущение, что вот есть максимальный какой-то, да, набор там 72, наверное, цвета или еще что-то такое. Ну, туда, естественно, кладут все карандаши, какие там имеются в этой палитре. Так, я еще даже не все вытащила. Вот, а в маленькие наборы кладут карандаши наугад. Вот честно, исключительно такое у меня чувство. И никак не по-другому. Потому что подборочка здесь весьма странная. Здесь обилие каких-то розовых, бордовых, непонятных. При этом основных каких-то нужных цветов здесь довольно-таки мало. Ну и редкий цвет, это скорее только вот один розовый. Поэтому да, никому не советую, и оценила я это по достоинству. Масляные, как я уже просто отвлеклась, карандаши столько стоить не могут. Но, правда, учитывая, что вот эти брутфунеры, они все-таки, получается, еще дешевле стоят, но они близки, по крайней мере, по качеству к масляным, то не знаю. В общем, это обман. Ну ладно, у меня теперь просто есть лишняя коробочка в коллекции. Ну ладно, приступим к покупкам. Вот это я кохенуровским блендером, потом блендером от карандаш, и потом салфеткой еще прошлась, и вроде как нормально. Значит, я, как всегда, набрала поштучно карандашей. В этот раз было 6 штук. Ну, 3 у меня получилось полностью бесплатно. 1. Ну и еще 3 я взяла с хорошей скидкой. Ну, по карте, и там немножко еще оставалось от 500 рублей. Так, в общем, начинаю показывать. Первый карандаш, это у меня Derwent Colorsoft Royal Purple C270. Вот такой вот. Сейчас мы это все выкрасим обязательно. Второй карандаш Deep Fuchsia C140. И третий Derwent, который тоже бесплатный, Soft Pink C170. Я уже покупала зеленый, покупала желтый. Там еще какие-то у меня были цвета. Ну и пришло время, думаю, какие-то вот такие подобрать. Поскольку я знала, что я буду брать 3 карандаша, я постаралась, чтобы они и между собой все 3 сочетались, и еще как-нибудь. Ну, чтобы 3 карандаша, а вариантов было много.
Ну и потом у меня там что-то от 500 рублей осталось. Я думаю, дай-ка я возьму еще что-нибудь. И выбрала себе карандаш Vista Artista на пробу. Просто у меня есть акварельные карандаши. Я смотрела на Creta Color, но они мне не понравились. Там были акварельные, были пастельные карандаши и еще что-то. Но акварельные мне не нужны, пастельные не нужны. Нет, по-моему, там еще был какой-то вариант, но мне абсолютно не понравилось. А Vista Artista у меня есть акварельные карандаши. Они, кстати говоря, я много раз их хвалила. Неплохие. Ну так вот, а здесь я взяла цвет Umbra 711. Стоили они по 54 рубля. Вот так они выглядят. Кстати, как видите, только более тонкие, в отличие от дервентов, а корпус у них даже так сочетается. И когда узнала, что они стоят 54 рубля, думаю, ну, что брать один карандаш? Надо уж, если пробовать, то пробовать хотя бы 2-3 карандаша. И подобрала еще в цвет. Взяла второй карандаш травяной зеленый, 611 номер. И третий карандаш у меня оливковый, 618 номер. Они между собой сочетаются и как в качестве самостоятельного цвета будут весьма неплохие. И в нанесении они мне понравились. Правда, у них есть какие-то оттенки, которые в теории мне понравились, но не понравились в нанесении. Это все зависит от цвета. Я как-то вот уже рассказывала, что когда я раньше шила для интереса и на продажу балетную обувь, я покупала, по-моему, на Трехгорке я брала ткань, одну вот и ту же ткань, однотонную, просто разных цветов. И, например, желтая и синяя резались прям так, как будто вообще ткань какая-то истлевшая, потому что едкий краситель. А какая-то ткань с трудом резалась, вот. И поэтому карандаши тоже вроде бы одна серия, а по жесткости они все разные. Давайте сейчас их все выкрасим. Я с удивлением обнаружила, что у меня дервенты вообще не выкрашены. Точнее, они у меня в блокноте есть, который я с собой ношу. Значит, карандаш C270 Royal Purple. Я очень люблю дервенты, и вот Color Soft, и Drawing мне нравится, и Watercolor. И единственное, что Inktense я не поняла. В общем, очень красивый цвет. Следующий цвет Deep Fuchsia C140. Тоже замечательный оттенок. Мы сейчас обязательно что-то пораскрашиваем. И третий карандаш Soft Pink C170. Он у меня тут немножечко поломался. Я думаю, что я его... Ну, скорее всего, я его так везла. Сейчас подточу. Потому что я стала дома, им решила немножко помалевать. И вижу, что он поломался. Ну, не знаю, то ли он бракованный. Я вроде хорошо выбирала. Ладно, не страшно, приноровимся, буду аккуратно. Вот. Мягкие карандаши, прям очень мягкие. Хорошо пигмент отдают. Смотрите, какая прелесть. Так, а вот эти карандаши я сейчас выкрашу просто на листочке. Вообще, меня удивляет магазин Леонардо своей... Я не знаю, это крохоборы какие-то в плане, что вечно у них какие-то бумагу, они... Вот обычный лист бумаги, они аж его чуть ли не приклеивают там, на что-нибудь привязывают и дают, либо, знаете, вот... Ну, например, обувная коробка какая-нибудь, да, там с одной стороны будет такая коричневая картонка, а с другой вот это белый глянец. Вот сегодня там лежала такая картонка, я вообще в шоке просто. А я сначала не могу понять, пробую карандаши, они вообще как-то странно себя ведут. Потом я походила, нашла какой-то тоже лист.
видно было, что там что-то распечатано, и вот они, у них что, проблемы такие, что ли? Бумагу-то найти. Умбра 711. Я люблю, чтобы карандаши были мягкие. Вот. Очень красивый оттенок. Так, сейчас я попробую. Вот. Вспышку включила. В общем, вот так. Следующий карандаш, это 611 травяной зеленый. Тоже интересный цвет. Вот он-то. Понравился. И 618 оливковый. Ну, оливковый у меня есть и как он называется, в полихромосах есть, еще где-то есть. Но я захотела познакомиться вот с этой линейкой от Vista Artista. Красивые цвета, я прям довольна. Сейчас я же возьму что-нибудь пораскрашивать. Вы знаете, очень приятно, что дервенты у меня палитра пополнилась. Прям очень радостно. Ну и, конечно, приятно познакомиться с чем-нибудь новеньким. Ну вот, взяла я удивительные цветы, раскраску. Она у меня стоит в планах. И сейчас я тут закладочку даже сделала. Я выбрала для себя вот эту иллюстрацию. Она простенькая, но симпатичная. И я люблю раскрашивать цветочки, листочки. Это прям вот мое. По крайней мере, удовольствие я от этого получаю. И так как у меня здесь вот есть карандаши зеленые для листочков, и это у нас будут, соответственно, цветы. А раскрашивать я буду на камеру, так что, кому интересно, не переключайтесь, оставайтесь со мной. Ну что ж, приступим. Я решила немножко желтого попробовать добавить на серединку, потому как, ну, мне кажется, я люблю, когда вот листочки желтые. Но я сейчас попробую без желтого цвета. Сейчас еще здесь пройдусь сначала. Хорошие карандаши здесь тоже ложатся замечательно. Да, у светлого карандаша желтизны и так достаточно, можно обойтись. Ну, здесь вообще все нравится, и карандаши, и раскраска, и тема. Вообще впечатление вот от знакомства с данной серией. Карандаши такие самые-самые положительные. Не, ну, конечно, это всего лишь только 3 карандаша, но, как правило, по ним уже можно все же сделать какие-то выводы. Вот близко к сгибу мне никогда не нравилось раскрашивать, всегда как-то это проблематично. Но эти карандаши, вот дервенты, настолько мягкие, что и здесь хорошо. Тут я еще, видите, в конце прохожусь светлым по раскрашенному. Такой интересный эффект получается. Действительно светлое в темное прям так перетекает. Ну, вот, собственно, так потихоньку и соберется нужная мне палитра хороших карандашей. Именно нужных оттенков. Ну, вот такие они у меня просто часто используются. Так что, наверное, стоит еще ко всяким синим присмотреться. На будущее тоже пара-тройка не повредит. Ну так, из основного. Ну, я просто такие применительно там к цветочкам, тому подобное.
Уже вот столько раскрасила. Сейчас, ну, хотелось прям побольше пораскрашивать, но думаю, что сейчас уже пойду спать, потому что встала я довольно рано, день у меня был очень активный, интенсивный, с большим количеством физических нагрузок, плюс там эмоциональных, и много снимала видео, много озвучивала, поэтому, конечно, пойду спать и доделаю завтра утром. Ну, по сути дела, я даже 2 хобби-влога сняла, 1,5 лайф-влога. Вот. Мне понравились эти карандаши, ну, собственно, ну, про Дервент это само собой, как бы. Вот. Но и вот эти Vista Artista весьма неплохие. При случае буду, возможно, тоже какие-то докупать, но основной упор буду делать на Derwent Colorsoft, потому что у них цветов-то много, и вот когда будет там у меня еще один купончик, я штучки 3 возьму, прихвачу, ну и парочку вот таких, наверное, посмотрим. Я еще блендером от карандаш вот по этому цветку прошлась, потом взяла салфетку, затерла. Мне нравится, как вот этот вот светлый работает как блендер, немножко так выбеляет, и получается очень такой красивый эффект. Понравилось, и действительно вот для цветов, для этих лепесточков просто идеально. Так что, кто думает про Дервенты, ну, стоит как минимум попробовать на затест взять там несколько. Или если у вас, как у меня, есть магазины, где можно потестировать, то тоже советую, потому что очень хороши. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.